Дорогие друзья, привет! Приветствую вас из этого шикарного двора Курданьера, что располагается на улице Правды, дом 22, имеет замечательные два закрытых дворика колодца. Ну и, собственно, раз мы на улице Правды, то и прогулка у нас на улице Правды, незаслуженно обделенная вниманием туристов в силу того, что, скорее всего, расположена чуть поодаль от Невского проспекта, но я вам покажу и постараюсь доказать, что она достойна вашего внимания. Начинаем мы прогулку с самого конца улицы. Здесь у нас Звенигородская, ну а мы движемся в сторону метро Владимирская. Часть улицы организована так, что она пешеходная, максимально широкий тротуар, а другая часть для автомашин. Погода слегка пасмурная, временами дождь, но это нам не помешает. Этот замечательный дом с этим двором, дом страхового общества «Россия», 2014-2015 годы постройки, гражданский архитектор, инженер Гимпель. Слева сейчас расположен Институт кино и телевидения. Справа здание колледжа, входящий вот в эту структуру обучения кино и телевидению. Некогда в этом здании располагалась церковь святого Александра Невского. Возвели ее в 1901 году. Фасады облицевали желтым родомским песчаником. Ну а стены украсили мозаичными вставками. Ну и над главным входом, сейчас посмотрим, главный вход украшен мозаикой Христос, благословляющий детей. Говорят, что в советское время это мозаику закрашивали, но краска все равно проступала, поэтому зашивали мозаику железными листами. На протяжении всей улицы вы встретите такие причудливые скульптуры, а это в 2005 году устроили парк современной скульптуры. Организатором и инициатором стал архитектурно-художественный фонд под руководством скульптора Сивакова. Но что-то с тех пор ничего современней не появилось почему-то. Но ничего страшного. Прямо у нас по курсу, по-моему, дом номер 11 по улице Правды. Бывшая церковь Преображения Господня. Она входила в такой комплекс одной из старейших гимназий Петербурга. Сейчас располагается лингвистический центр Института иностранных языков.
улица, в принципе, изобилует всевозможными вариантами покушать. Есть просто перекусить, а можно и посерьезнее посидеть, а можно и просто кофейку взять. Вот продолжение этой выставки под открытым небом. Скульптурная группа. Ну а мы движемся дальше. Вот эти флаги. Такой ориентир. Сейчас здесь располагается пятизвездочный отель, гостиница Эрмитажа. А в 18 веке здесь была резиденция купца Лобова и его семьи. В революцию его перестраивали. Вообще, когда-то и располагался железнодорожный клуб. После самой революции до конца Великой Отечественной войны здесь было общежитие. Во второй половине 30-х годов 20 века, соответственно, здание реконструировали. Дом культуры работников пищевой промышленности был. В 70-х, 80-х годах в небольшом кафе на первом этаже был клуб «Восток». Выступал здесь и Окуджава, и Городницкий, Клячкин. Первый концерт Высоцкого. Также, как ни странно, на этой сцене исполняли песни и Цой, и Гребенщиков, и Курехин. Ну а Эрмитаж открыл свой отель в 2013 году. Движемся дальше. Нам надо сейчас найти дома 2, 4 и 6. Это как раз у нас по ходу нашего движения будет с правой стороны. Соответственно, так как мы движемся в обратную сторону, нам нужен 8-й дом. Так, а здесь уже 6-й, 8-й, 6-й. Ну, врываемся в 6-й. Пойдем во двор. Думаю, все читали повесть Волкова «Волшебник изумрудного города». Ну и этот двор, сейчас плитка сырая, но сразу маленький спойлер, это такая желтая кирпичная дорожка из этой повести. Ну и двор
скажем так, начинен персонажами из этой повести. Ну, плюс еще какие-то другие персонажи. Вот тут странный товарищ из-за угла кого-то подкрадывает. Так, вот тут на стене, видимо, ведьма падает. И это тает. Где-то здесь были статуи, изображающие как раз страшилу, железного дровосека. Что-то я пока не вижу. Здесь вот на козырьке эти крылатые летающие обезьяны. Дорожка куда-то туда заводит. Глянем. Ух, такой двор-колодец у нас встретил. Прям крошечный. Зато у кого-то парковочное место в арке. Классно. А где же страшила? Где дровосек? Очень странно. Зато есть во дворе детская площадка. И повторюсь, мы идем сейчас, это все дома 2, 4, 6, 8. О, вот какую-то скульптуру вижу, но пока не понимаю, кто это. Что за мальчуган? Хоп, может, вы знаете, кто это в сказке был? Еще один. Возможно, они во дворике, который дом номер 8. Вот мы в 6-м доме вошли во двор. А здесь их нет. Но очень прекрасный двор. Ну а здесь улица Правды начинается, точнее, да, начинается, для нас она заканчивается и плавно перетекает в Большую Московскую улицу. На Большой Московской установлены указатели, как еще до куда-нибудь добраться. Это преимущественно все на нерусском языке. На этих вывесках информация о домах, в которых жили известные люди. А вот на соседних улицах с Большой Московской, это вот такие как Марата, Загородный, Владимирский. Нет, подождите, это все там они и жили отсюда, если идти. Все, я понял.
Просто жилье на Большой Московской улице. Изначально на Большой Московской улице строились, скорее всего, двухэтажные, ну и в каких-то моментах и одноэтажные кирпичные дома. Первый этаж был кирпичный, если это было двухэтажное здание, то надстраивался деревянный второй этаж. Ну и только уже к концу 19 века началась многоэтажная застройка. И достаточно дорогие квартиры были. По сравнению с квартирами, которые расположены на соседних улицах, на Лиговке, на Ямской, на Коломенской улицах, на которых по большей части квартиры снимали так называемые, даже не квартиры, а угловые снимали, то есть люди снимали углы, то здесь все-таки было ориентировано на жителей подороже. То есть на изломе, так называемом изломе, вправо уходит Малая Московская улица. Выходит она на улицу Достоевского. Там на пересечении с Кузнечным переулком была квартира, где Федор Михайлович прожил более 20 лет. Сейчас там расположена квартира-музей. Квартира-музей. О, тут реставрируют фонтан. Был такой фонтанчик с мостиком, бутафорским мостиком, ну, по которому можно было ходить, в котором любили летом купаться голуби. Наверное, да, фотографию прикреплю. Очень ухоженная улица с множеством клумб, кустарников. Приятная. Улица Правды. Кстати, я не сказал. Вот называлась Кабинетная, а Правды ее назвали потому, как на ней была типография, которая выпустила первый номер газеты «Правды». Поэтому и улицу так переименовали. А улицу Большую Московскую раньше называлась Офицерской улицей. Соответственно, также Большая Офицерская, Малая Офицерская. Квартировались, соответственно, и офицеры, также и купеческие люди, художники, разночинцы всевозможные. Но был страшный пожар в 1736 и 1737 годах. Ну, собственно, много тут погорельцев было. Мы выходим на Владимирскую площадь, к Владимирскому собору. Станция метро Владимирская, Кузнечный переулок. Ну и здесь начинается, скажем так, самый короткий проспект в Петербурге, Владимирский. А нас здесь ждет Федор Михайлович Достоевский. Как вот писали, почему-то пьяненьких и особенно сильно пьяненьких магнитом притягивает к памятнику Достоевского. Наипаче в летнее время то один прикорнет у пьедестала, то другой. Это из книги «В Питере жить».
Такой вот Федор Иванович голову повесил. Федор Иванович, Федор Михайлович, извиняюсь. Здесь у нас на пересечении Кузнечный переулок, Большая Московская, Загородный проспект и Владимирский проспект. Дождь усиливается. Я планировал пройтись по Кузнечному переулку дальше, но непогода не дает этого сделать. Сделаем это в другой раз. Ну что, прощаемся. Подписывайтесь, лайки. Вы все сами знаете, что делать. Спасибо.